Дорогие мои, приветствую каждого из вас. Меня зовут Людмила Шпакова, и вы находитесь на моем новом канале Людмила Шпакова в потоке. Посмотрите, где я сейчас нахожусь. Это прекрасные Мальдивские острова, где небо сливается с океаном, и где, как не здесь, открывать новый канал, и где, как не здесь, делать прекрасные, глубочайшие разборы любых ваших ситуаций. Итак, мои дорогие, пришло время для масштаба. Именно поэтому я открываю новую международную площадку, на которой вы все сейчас находитесь, под названием Людмила Шпакова в потоке. И все мои разборы с Мальдивских островов, с каких-то моих путешествий, да, с мест силы, вы сможете увидеть именно на этом канале. И те, кто меня хорошо знают, для кого я уже зарекомендовала себя как таролог, как психолог ваших душ, и новенькие, которым я тоже безмерно рада. Я приглашаю каждого из вас, каждую из вас на свою новую площадку, на свой новый канал, где вы сможете видеть уникальные расклады из моих путешествий и мои обычные расклады из домашней студии. Я благодарю за то, что вы все со мной, за то, что вы все здесь, и я очень надеюсь, что эти разборы станут для вас открытием. Итак, мои дорогие, и наш сегодняшний первый разбор с Мальдивских островов, да, будет называться так: кто я, куда я иду, совет для меня от высших сил. Я посчитала, что это будет самая классная тема для того, чтобы открыть канал и открыть небольшую серию моих разборов с Мальдивских островов. Итак, мы с вами начинаем, мои дорогие. Мы с вами начинаем. И наш сегодняшний разбор мы сделаем на две позиции. На две, мои дорогие, да. Обычно я подобные разборы делаю на одну позицию, потому что они очень глубокие, очень энергозатратные. Но сегодня мы сделаем на две. И я очень надеюсь, что Индийский океан за моей спиной поможет нам это сделать. Итак, у нас сегодня две позиции. Надеюсь, что они вам видны. Конечно, здесь не очень хорошо будет видно карты, да, но я надеюсь, что для вас важнее слушать. Да? Итак, загадывайте, пожалуйста, свою позицию. Одна уже так открылась, да, ненавязчиво. И мы начнем. Да? Значит, для начала мы сделаем с вами сигнификацию, как обычно. Сигнификацию вас, потому что этот разбор конкретно для вас. Как вы живете, в каких энергиях вы проживаете свою жизнь, может быть, какой вы человек. Вот все то, что нам сегодня захотят рассказать карты, рассказать поток о вас. И если вы себя узнали, в этом случае вы слушаете дальше. А дальше мы с вами посмотрим, кто же вы с точки зрения высших сил, куда вы движетесь в своей жизни. И, безусловно, возьмем совет для вас. Ну, что вам делать-то дальше? Итак, единички. Кто вы, что вы? Карты у меня улетают. Обстановка максимально естественная. На заднем плане могут ходить люди. Мы все с вами принимаем спокойно, радостно, да, и слушаем необходимую информацию. Так, ну, на самом деле карты показывают достаточно такое сложное, болезненное состояние, в котором вы сейчас пребываете. Может быть, это тоска по какому-то человеку. То есть для кого-то проиграется болезнь,
что вы немножечко приболели, да. Для кого-то проиграется, что вы психологически сейчас находитесь в кризисе определенном, да. А для кого-то проиграется наша с вами девчачья классическая тоска по мужчине. Здесь показаны очень такие болезненные энергии, состояние, в котором вы чувствуете себя жертвой, когда вы чувствуете, что перед вами закрыты дороги, и вы остались в одиночестве с какими-то своими личными проблемами. К сожалению, нет рядом людей, которые могли бы помочь вам в вашей беде или в ваших переживаниях. Может быть, вы просто не можете рассказать кому-то, да, о своих переживаниях, о том, что с вами происходит. Вот, значит, но тем не менее есть большое количество людей, которые, ну, если так можно выразиться, висят на вашей шее. Да, то есть о которых заботитесь вы. Это могут быть и дети, это может быть и муж даже, почему же и нет, да, родители, какие-то близкие, коллеги, может быть, которым вы помогаете. То есть есть люди, которые зависят от вас, и в принципе вы помогаете этим людям, вы выполняете свои обязательства вне зависимости от того, больно вам, плохо вам, в общем, болеете, не болеете и так далее. И вот эти люди вокруг, то есть вот у вас ваше восприятие на сегодня разделилось между внутренним и внешним, я бы сказала так. То есть внутренне вы ощущаете себя страшно одинокой, находящейся в какой-то тоске безумной. А внешне вы должны собраться, улыбнуться, накраситься, намазаться, да, и побежать вести детей в детский сад, бежать на работу, улыбаться коллегам и так далее. И вы испытываете некий такой диссонанс, да, между своим собственным ощущением и тем, что вы должны показывать этому миру. Ну, вот на сегодня, как вас показывают нам. Положу сейчас пультик вот сюда, чтобы он немножко придерживал карты. Итак, мы с вами сейчас будем отвечать на наш главный вопрос. А кто же вы с точки зрения Вселенной? Да? Куда вы движетесь? Куда вы идете? Каким таким рубежам? Я использую для этого маг-карты, да, метафорический инструмент, потому что мы с вами читаем поток, и это всегда очень хорошо помогает его считывать. Но, во-первых, это удивительно, но нам сегодня показывают какое-то ваше прошлое воплощение, может быть, прям действительно прошлую жизнь, да, может, позапрошлую. Здесь говорится о том, что ваш уход из прошлой жизни был связан с водой. То есть, попросту говоря, вы утонули в вашем прошлом воплощении. И именно поэтому в этом воплощении у вас с водой связано очень-очень много различных аспектов. Может быть, она вас излечивает, вода, да, то есть вас много, и вы должны понимать, да, что у каждого это будет что-то свое. Кого-то излечивает вода, кого-то очень тянет море, океан, да, это является местом силы для вас. А кому-то наоборот, с водой очень некомфортно, с большой водой, естественно, да, я имею в виду. То есть, может быть, вы боитесь погружаться в воду, может быть, вы боитесь плавать, да, вообще, в принципе, не любите большие скопления воды. То есть, у каждого это может проиграться по-своему. Вот, значит, что нам еще говорят? Нам говорят о том, что вы
человек, который призван в этой жизни быть очень сильным, мудрым, спокойным и с высоты какого-то, знаете, с высоты мудрости, с высоты своего полета, опыта какого-то, да, очень снисходительно смотреть на глупости других людей. Здесь вы можете быть учителем по жизни, да, вообще, в принципе, работать каким-либо педагогом. Или вы можете быть человеком, который сразу видит какие-то человеческие слабости, но вы никогда никого не осуждаете. Вы действительно смотрите на все это дело сверху, как такой большой, мудрый тигр, который прожил долгую жизнь. И вот он смотрит на вот эти вот все проказы, скажем так, людишек внизу где-то, вот он лежит на своей вершине горы, смотрит и не осуждая, да что ж это такое, да, не осуждая, а именно немножечко так снисходительно, как будто бы с улыбкой. Вот нам высшие силы говорят, что вы есть, то есть ваша суть внутренняя, это такой взрослый, мудрый тигр, который призван, обладая определенным опытом, определенной мудростью, взирать на человеческие слабости, на человеческие пороки с вышины некой, да, или с некой высоты, и быть снисходительной к ним. Ну, как-то так, мои дорогие, да? Вы сейчас скажете, а чего это вдруг-то я должна быть снисходительна? Ну вот, должно быть так, нам говорят. Вот, значит, еще нам говорят о том, что у вас очень активно подключение к денежному эгрегору, то есть кармически и вообще в течение всей этой жизни вы должны быть человеком не бедным. Может быть, конечно, не супербогатым каким-то человеком, да, но не бедным 100%. И даже в моменты, когда вам кажется, что вы летите в тартарары с вашими финансами, тем не менее, как будто бы, знаете, какая-то невидимая рука денежного ангела, если так можно сказать, подхватывает вас и выручает. То есть у вас всегда есть деньги, при том, что их не всегда может быть прям много, да, но на какие-то вот на какое-то закрытие ваших потребностей они имеются. А кто-то из вас может действительно прям очень хорошо зарабатывать. То есть кто вы? Очень мудрый человек, древняя, старая, такая умудренная опытом душа, позволяющая другим быть глупыми. Вот. Душа, которая имеет прекрасное подключение к денежному эгрегору, кто бы что ни делал, да, в вашей жизни, может быть, вы подозреваете, что кто-то хочет навредить вам, да, закрывает вам денежный канал, ставит какие-то крадники, но тем не менее ваше подключение настолько четкое, сильное, и это очень такой широкий канал, да, деньги все равно всегда будут приходить. Не бойтесь, пожалуйста, никаких крадников. Возможно, люди завидуют вам из-за вашей способности привлекать и притягивать деньги к себе. И люди судачат там где-то за вашей спиной, да, о том, что вы не заслуживаете этих денег, не заслуживаете какой-то такой жизни, которой у них нет. Да вы не обращайте на это все внимание. Вы поймите, что вот такое четкое подключение к финансовому эгрегору говорит о том, что вы это заслужили. Это ваша заслуга, это кармическое подключение. И то, что у вас всегда будут водиться деньги, что бы с вами ни происходило, это тоже ваша заслуга, это как подарок небес. То есть вы человек, который одарен небесами вот такими отношениями с деньгами. Деньги у вас будут всегда. Не бойтесь. И даже если сейчас у вас какие-то финансовые трудности, вы о чем-то переживаете, возможно, возникли долги, не переживайте. Вам обязательно помогут свыше и обязательно пришлют
какие-то, пришлют финансирование, да, улучшат финансирование ваше, вот, для того, чтобы вы не голодали и не чувствовали себя обездоленной. То есть с финансами здесь все будет хорошо. Вот, значит, но сфера любви у нас немножечко страдает, честно говоря. Здесь говорят о том, что вы человек, который склонен спасать. Вы как будто бы специально находите себе мужчин, которые слабы, которые не реализованы в этой жизни. Или же наоборот, каких-то, знаете, зацикленных на себе нарциссов, возможно. И начинаете спасать. Может быть, потому что очень много внутренней мудрости у вашей души. И вы понимаете, да, что раз она есть, ее нужно на кого-то изливать. Нужно кого-то действительно там подучить, немножечко подтолкнуть, а дальше он сам полетит. Вот. Но иногда, знаете, ну вы меня извините за такую грубость, да, но если дерьмо лежит на дороге, не нужно подходить к нему и анализировать, да, это дерьмо, почему оно там лежит, собственно, что оно думает, да, и пытаться подтолкнуть дерьмо к какому-то полету. Дерьмо все равно не летает. Вот, то есть, когда вы это поймете, вы будете иметь более счастливые любовные отношения. А пока, когда мы с вами смотрим, кто вы, да, нам говорят, что вы именно тот человек, который пытается, ну, априори людей, неспособных летать, да, научить и подтолкнуть к определенному полету их жизни. Вот, значит, кто вы еще? Но вы здесь действительно очень-очень взрослый человек. Вы знаете, вы можете быть молоды по возрасту, но ваша душа, она обладает просто колоссальной зрелостью, колоссальной мудростью и взрослостью. Потому что то, что я вижу, это учитель, это ментор, это человек, способный вести за собой кого-то. И, в принципе, это какое-то ваше основное предназначение в этой жизни, да, кого-то за собой вести. Может быть, обучить детей, может быть, обучать взрослых. Может быть, здесь разговор конкретно о вашем ребенке, которого вы должны поднять, выучить, воспитать и дать ему какую-то дорогу в жизнь. Да? Но вот обучение – это есть ваше обучение других людей, да? Менторство – это есть ваш путь. Куда вы идете? Куда вы идете? Интересно, вы идете путем самурая, понимаете? А у самурая нет цели, есть только путь. Да? Есть такая известная поговорка. И не зря она мне сейчас пришла в голову, поверьте. Значит, вы идете путем самурая, это путем воина. Быть может, вы практик, да, потому что люди, занимающиеся эзотерикой, магией, экстрасенсорикой, это все воины света. Ну, безусловно, если они несут добро, да. Вот, может быть, вы есть воин света, вот, а может быть, вы, даже не занимаясь эзотерикой, как будто бы, знаете, все время прокладываете путь, борясь и за себя, и за своих близких. И вы всегда впрягаетесь за тех людей, которых любите. Вы всегда готовы отдать за них все. Вот вы такой человек. Вы идете путем самурая. И идете вы в вечной борьбе, к какому-то, вы знаете, высшему пониманию себя, что ли. Вы знаете, здесь все про мудрость, здесь все про некое состояние осознанности, когда вы перестали гнаться за страстями, перестали гнаться за деньгами теми же, да, и осознали просто существование этого мира, его красоту, его уникальность и необыкновенность. И как будто бы, знаете, вот вы идете к некому состоянию, когда вы просто говорите: я благодарю Тебя, Господи, за то, что я здесь, за то, что я переживаю, все то, что я переживаю. Благодарю, что Ты выбрал меня для этой конкретной жизни. Ну вот как-то так.
Как-то так. Очень древние души у меня пришли на первую позицию. Хорошо, мои дорогие единички, давайте посмотрим. Совет для вас. Вы привыкли побеждать во всем. А совет здесь гласит: не стремись побеждать во всем. Иногда нужно отпустить поводья лошади или лошадей, да, повозки, может быть, какой-то. Иногда нужно отойти в сторону, успокоиться и позволить пространству вокруг тебя сделать все так, как оно считает нужным. Может быть, этот совет какой-то вот вашей данной конкретной жизненной ситуации. А может быть, он касается в целом вашего характера. Подумайте над этим. Иногда нужно просто отойти и позволить пространству и Богу, наполняющему это пространство, решить все за вас. Вот такой совет, мои дорогие. Благодарю вас. И мы с вами будем переходить к двоечкам. Двоечки. Так вот я сделаю. Вот так я сделаю и найду свою колоду. Давайте посмотрим вашу сигнификацию. Вы чувствуете себя брошенной. Я говорю преимущественно для женщин, а мужчины, если вы меня смотрите, пожалуйста, переделывайте немножко под себя, потому что все-таки 90% подписчиц – это девчонки, да? Поэтому обращаюсь всегда к девочкам. Итак, значит, вы не знаете, что делать. Какая-то ситуация в вашей жизни то ли завершилась, то ли вы еще не поняли, что она завершилась, эта ситуация. Вы чувствуете себя брошенной, вы чувствуете себя, ну, как будто, вы знаете, вам кто-то навязал определенное решение. Это может касаться, допустим, взаимодействия с мужчиной, отношений с мужчиной. Когда мужчина ушел или сказал: давай расстанемся, и поставил вас перед выбором, да, который вы делать не хотите, но вам приходится этот выбор сделать. И вот вы сейчас приняли некое чужое решение и находитесь в его последствиях, я бы так сказала. То есть вы переживаете, вы чувствуете, что внутри вас есть эмоции, есть, возможно, любовь к какому-то человеку. Но этот человек связал вас обещанием или связал вас своим решением. Вы не можете пойти против решения этого человека. Вам больно, неприятно. Вы не знаете, что делать. Ваше сердце наполнено чувствами. Но, к сожалению, да, решение здесь принимаете не вы. Вы должны лишь принять то, что уже решил другой человек. Значит, эта ситуация может касаться как любовных дел, так и дел на работе, так и дел в семье, между друзьями, да, но это какая-то глубокая ситуация, раз нам ее показывает сигнификация, да, это очень глубокая ситуация, которая задела вас, да, которая ранила вас, которая заставляет вас глубоко переживать. Может быть, вы замужняя дама, да, здесь есть карты какого-то, знаете, такого странного восприятия брака. Если вы замужняя девочка, то вы чувствуете себя запертой в этом браке, как будто в клетке. Может быть, он превратился в одиночество вдвоем. Может быть, это был брак по расчету. То есть здесь могут быть такие брачные узы, которые при всей своей финансовой наполненности вас очень сильно сковывают, очень сильно связывают, и вы, по сути, не знаете, как из этого выбраться.
Вот. А может быть, имеются в виду обстоятельства, но обстоятельства тоже связаны с семьей. Да? То есть у вас есть некая семья, это не обязательно муж, это могут быть детки, родители, да, которые навязывают вам определенный образ жизни, и вы не можете его никак изменить. Вы должны, да, то есть такое чувство долга, и вы вот должны это все выполнять, исполнять. Но это клетка для вас. Вот, значит, вы ждете, когда колесо фортуны повернется на вашу сторону. Может быть, у вас есть к этому какие-то предпосылки, да? Может быть, вы просто верите в судьбу и верите в то, что именно высшие силы должны вам помочь разобраться с какими-то вашими переживаниями, проблемами и взмахнуть волшебной палочкой для вас. Хорошо. Давайте мы посмотрим, кто же вы с точки зрения высших сил и куда вы идете. Кто вы, куда вы идете. Я могу быть немножко лохматенькая, вы уж меня простите, да, но ветер здесь раздувает мои волосы для вас. Кто вы и куда вы идете? Кто вы? Слушайте, вы не зря веруете в судьбу. Тут на самом деле ваши покровители, ваши ангелы-хранители пристально наблюдают за вами с небес. Так, знаете, что мне вам хочется сказать? Сейчас за вами наблюдают не просто ваши ангелы-хранители, а я бы сказала, за вами наблюдают темные силы. Да, то есть у человека есть как светлые ангелы-хранители, так и темные ангелы-хранители. И вот кто-то темный сейчас смотрит на вас свысока, да, и ему не нравится ваше состояние, ему не нравится то, что вы делаете. Нам показывают, что вас здесь немножко журят, немножко ругают за какое-то ваше поведение или мысли. Да? То есть, возможно, вы еще ничего не сделали, но замыслили сделать что-то не очень хорошее в сторону другого человека или в сторону коллектива людей, да, определенной ситуации. Вот. Вы хотите что-то сделать для того, чтобы получить то, что вам хочется. И вот здесь ваш темный ангел-хранитель, знаете, с таким вот осуждением смотрит. Они же никогда не вмешиваются, да, когда мы что-то хотим сделать. Они вмешиваются лишь постфактум, когда уже нужно нас поощрить или наказать. И вот он смотрит пока и ждет, сделаете вы или не сделаете. Поэтому, пожалуйста, да, вы смотрите этот разбор не просто так. Да, задумайтесь, почему вы на него попали, почему вы сейчас это слушаете. Подумайте хорошо о том, что вы собираетесь сделать. И услышьте то, что я пытаюсь вам передать из потока. Да? Темный ангел ждет вашей ошибки. Задумайтесь над этим. Дальше, значит, кто же вы? Но мне говорят о том, что вы раньше были, да, очень
эмоциональным человеком, очень ярким человеком. Возможно, вы творческая личность. Может быть, вы танцуете, потому что здесь очень много движения внутри вас. Может быть, вы танцуете, а может быть, это какие-то картины, которые вы рисуете, да, и на них изображено движение. А может быть, это какие-то рассказы, которые вы пишете, да, это всегда нечто стремительное, нечто такое увлекательное для людей. Вы человек творческий, и внутри вас огромное такое бьющееся сердце, которое вы в начале своей жизни, в начале своего пути дарили окружающим людям. Вы очень много делали для других людей. Делали бесплатно, не требуя ничего взамен. Да, у меня это есть, конечно, я дам. А почему нет? И, может быть, кто-то украл вашу работу. Может быть, кто-то украл ваше изобретение. Да? Может быть, кто-то воспользовался вашей доверчивостью, вашей открытостью и использовал то, что вы ему дали, да, назвав это своим. Здесь разговор именно о какой-то краже у вас вашего произведения, так или иначе. Так вот, вот это событие в жизни, да, или события, или событие, может быть, оно было одно, может быть, их было несколько. Вот это событие, оно вас изменило. И из человека открытого, из человека эмоционального, да, доброго, очень такого отзывчивого, вы превратились в кукловода. То есть вы стали человеком, который манипулирует другими людьми. И вы понимаете, что только при помощи манипуляций определенных можно достичь целей, которые вам хочется достичь. И вы это делаете, вы так живете. То есть вы схлопнули в себе маленькую доверчивую девочку, да, эмоциональную, яркую, отдающую, и открыли в себе умудренную опытом женщину, которая вот так вот на ниточке подвешивает куколок, да, не только мужчин, коллег по работе, родственников, да, и вот так ими перебирает, манипулируя. Да, вы превратились в кукловода. Ну вот это то, что нам говорят, мои дорогие. Да, это то, что нам говорят. И по сути своей, вам не нравится это состояние кукловода. Вам не нравится манипулировать людьми и не нравится применять какие-то психологические техники, умения, знания, да, для того, чтобы что-то получать. А вам хочется, наоборот, вернуться в то свое состояние открытое, яркое, доверяющее этому миру, для того, чтобы что-то создавать. То есть вы по природе своей создатель, но, скажем, благодаря определенному стечению обстоятельств вы стали более жестким человеком, более манипулятивным человеком, и вам самой это не нравится. Я хочу вернуться в детство, говорите вы. Я хочу вернуться в юность. Я хочу вернуться в свое открытое пламенное сердце. Потому что именно тогда я могла создавать, я была подобна Творцу, да, и у меня получалось. А сейчас, возможно, у вас что-то не получается, и вам хочется вернуться вот в это состояние собственной яркости. Хорошо. Куда вы идете? Куда вы идете? Куда вы идете? Ну, во-первых, есть хорошая новость, да, очень скоро вы получите деньги, потому что здесь, как и в первой позиции, да, на вас выпадает денежный эгрегор, и это хорошая новость, да, скоро какие-то денежки получите, причем, возможно, это будет внезапно для вас, то есть вы будете не ожидать того, что произойдет. Они просто придут, это будет достаточно серьезный куш, достаточно большой.
Вот, значит, куда же вы идете? Куда же вы идете? На самом деле вы идете не к деньгам. Деньги это, ну, как бы побочно к вам придет. Да, хорошо бы, да, если бы у всех так было побочно, приходили денежки, вне зависимости от наших усилий. Значит, а идете вы к любви. Значит, но это вообще в жизни. Вы знаете, да, на самом деле я подумала, что речь идет о конкретной ситуации, что вскоре в вашей жизни случится любовь, да? А здесь говорят, что это в целом в жизни вашей. Вы должны осознать, что же для вас любовь. Вы должны осознать, что это не совсем то, о чем вы думали ранее, да? Пересмотреть какие-то взгляды на любовь. И здесь разговор о том, что вы должны отпустить свою женственность. Вы должны разрешить себе быть сексуальной, женственной, влюбленной, может быть, как дурочки, да, влюбленной. Но, тем не менее, это нужно сделать, это нужно внутри прожить. Даже если вам 70 лет, да, и вы напишите мне потом в комментариях: Людмила, ну как же я могу в 70 лет ощутить себя там сексуальной красавицей, если я уже далеко не юна, да, жизнь моя клонится к своему закату. Вы знаете, любви все возрасты покорны. Выкиньте из головы слово «возраст». Всегда рядом может пройти, найтись, появиться человек, который составит вашу половинку, да, на то время жизни, которое вам суждено еще прожить. Поэтому неважно, сколько вам лет, да, ваша задача – это найти в себе эту женственность, отпустить ее, прожить и почувствовать собственную сексуальность, собственную женственность и позволить себе быть влюбленной. И вот как только вы себя отпустите, вы будете еще и любимой. Ну вот такой посыл здесь, да, есть такой посыл. Идете вы к любви, к осознанию любви и к ее получению. Это хорошо. Окей, давайте посмотрим совет для вас. Совет для вас. Ну, совет здесь может по-разному быть считан, да. То есть первое – это вам нужно развиваться в эзотерике, вам нужно развивать в себе какие-то способности, которые у вас заложены. Возможно, это связано с творчеством. Обычно это всегда все перекручено, да, все вместе. Вам нужно, в общем, развивать себя в этом направлении. Вот. И еще один вариант, да, чтения – это постарайтесь увидеть истину там, где вы ее не хотите видеть. То есть есть какие-то вопросы, возможно, кажущиеся вам неразрешимыми, да, или сложными. И вы хотели бы вроде как знать истину, но на самом деле вы ее знаете, вы просто ее не хотите видеть. Да? В неких вопросах вашей жизни вам советуют, да, высшие силы, увидеть истину там, где вы не хотите ее видеть. Зрите в корень, короче говоря. Вот так. Вот такой совет, мои дорогие. Вот такой совет. И вот такой у нас получился наш с вами первый прекрасный потоковый разбор с места силы, с Мальдивских островов. Я очень надеюсь на то, что вам понравилось. Очень надеюсь на то, что разбор срезонировал с вами, мои дорогие. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на канал. Не забывайте поставить лайк
это несложно, но это очень важно и для меня, и для нашего с вами энергообмена. И, конечно же, пишите ваши комментарии. Комментарии наполняют поток. Да? Что такое поток? Это энергоинформационное пространство вокруг нас. И когда вы пишете комментарии, когда вы ставите лайки, когда вы рассказываете о себе, что срезонировало, что не срезонировало в нашем разборе, да? Вы наполняете своей информацией этот поток. И потом в наших следующих разборах, в наших следующих встречах вы будете слышать уже ответы лично для себя. Вы будете слышать сигнификации свою историю. Ну, какие-то отголоски, конечно, потому что вас много, да? Поэтому не забывайте, не ленитесь, мои дорогие, писать комментарии. Это нужно прежде всего вам, да, но и для развития канала в том числе, как ваша небольшая благодарность мне, ваши лайки, ваши подписки и ваши комментарии. Самое главное, мои дорогие, не забывайте подписаться для того, чтобы всегда видеть свежие разборы, для того, чтобы всегда получать самую свежую, самую глубокую и самую уникальную информацию с моего канала. Ну а я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!